Всем привет, с вами снова Дмитрий, и в этом видео мы поговорим о том, как можно превратить один объект в другой. Рассмотрим мы три способа, и все это называется морфингом. Ну что ж, давайте начнем. Я покажу сам принцип, то есть работать будем с обычными примитивами. Создадим куб и создадим сферу обыкновенную. Выбираем куб, переходим в раздел модификаторов и назначаем ему Subdivision Surface. Я его отменю сейчас, и мы будем работать с горячими клавишами. Чтобы назначить данный модификатор, Ctrl и количество разбиений, то есть 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот, я выберу Ctrl 5 для куба. И здесь не сглаженный вариант, а Simple. И сразу же применим его. Ctrl 3 для сферы. И тоже применим. Почему там 3 и 5? Ну, просто чтобы сетка была примерно там плотненькая, да и все. Так что это вы уж сами там выбираете. Выбираем, допустим, куб. Берем модификатор. И здесь выбираем Shrink Warp. В качестве цели указываем нашу сферу. Нажимаем сюда. Apply и Shape Key. Переходим вот в эту вкладочку внизу. И вот у нас ключи формы. Переключаемся сюда. То есть это как бы базовая структура, базовая модель. А дальше их может быть несколько этих ключей формы. И вот наш параметр value. Сферу можем удалить теперь. Вот наш куб превращается в сферу. То есть таким же образом вы можете превращать и другие объекты, соответственно. Но единственное, что могу сказать, то что если вы будете превращать объект, желательно, не обязательно, но желательно, чтобы проще показать по-другому. Давайте возьмем Сюзанну. Назначим модификатор ей и посмотрим, из чего она у нас состоит. Она у нас состоит из разных объектов на самом деле. Она не цельная геометрия. То есть глаза у нее отдельно выполнены. Вот это нежелательно. То есть в некоторых случаях, да, это срабатывает, все нормально, но иногда появляются артефакты в виде просто пустот. Поэтому лучше связывайте все точки, соединяйте, чтобы геометрия была целиково единая. Удалим ее. Ну и, конечно же, параметр можно анимировать. То есть выставляем ключевой кадр, нажимаем, ну и соответственно. Давайте удалим все эти кадры. И сделаем по старинке. Горячая клавиша и подводим сюда курсор к нужному параметру. Нажимаем и. Соответственно, все то же самое. И нажимаем и. То есть, ну, это как бы дополнительно вам два способа, как создаются ключи. То есть, либо здесь, либо горячая клавиша и на параметре. Давайте рассмотрим следующий вариант. Имейте в виду, мы анимировали этот параметр. То есть куб я могу двигать, что угодно с ним делать. Я не анимировал сам куб. Я анимировал ключи формы. Берем Shift-A, куб. Более простой способ. Переходим в модификаторы. Ну, соответственно, можете сразу сделать Ctrl-5. Simple. И применяем. И применяем, не применяем, а назначаем модификатор Cast. Как видите, здесь есть разные варианты. Мы выберем сферу
и фактор на единицу. Получаем, соответственно, сферу. Сюда и applied shape K. Сюда, сюда. Эффект тот же самый. Но это в данном случае, потому что это очень простое. Это, грубо говоря, чтобы превратить в шарик. Да, вот в шарик это подходит. Все остальные не очень-то они как бы хорошие пресеты здесь. Но шарик хорошо получается. И, кстати, сразу дополнение. То есть многие, наверное, знают, что у нас есть примитив сферы, и у него как бы не очень хорошая топология, не всегда она подходит. Не для морфинга, а вообще. То есть я хочу поговорить о модификаторе cast, еще одно его использование, не только в морфинге. Давайте возьмем куб. Опять же, Ctrl 5, допустим. Вот, и посмотрим на него сейчас в ортогональной проекции. Как видите, он не совсем сферой является. То есть после банального применения назначения модификатора Subdivision. То есть у нас углы остаются. Давайте его даже применять не будем. Назначим сразу же cast. Выставим единицу. То есть, если вам куб нужно превратить в сферу, опять же вам поможет модификатор cast. Давайте все применим. Это такое лирическое отступление. Ну и как видите, топология принципиально отличается от топологии обыкновенной сферы. И следующий способ морфинга. Давайте возьмем какой-нибудь чайник. Ctrl-3 ему сделаем. Применим. И сразу же его сдублируем. Данный способ подходит, если у вас одинаковое количество вершин на объектах. То есть, конечно, можно чисто технически и в любых разных, принципиально разных объектах подогнать количество вершин, но это архитяжело сделать. Обычно этот способ используется, если у вас вот есть как бы один объект, и вы его базово хотите изменить с помощью скульпта. Переключимся на скульптинг. Ну, давайте что-нибудь такое выберем. И как-нибудь его там модифицируем слегка, этот чайник. Пускай вот такой будет. И теперь можно без модификаторов напрямую сделать переход формы. Один выделяем, через Shift другой. Переходим сюда. Нажимаем вот на эту стрелочку. Join as Shapes. Получаем опять тот же вариант. Чайник удаляем. Ну и вот у нас все это дело работает. Опять же, параметр можете анимировать. Ну что ж, вроде все рассказал, что хотел. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, если видео нравится. И вступайте в группу Blender Style. Это группа ВК. Можете там делиться своими наработками, хвастаться, так сказать, результатами. Ну и задавать вопросы. Ссылочка будет в описании. Всего доброго, до новых встреч.